Характерные неисправности в системе смазки. Что это такое? Зачем это нужно знать? Давайте разберем сегодняшнюю тему. И всем привет, как всегда. Итак, значит, сегодняшнее видео будет мало чем отличаться от моих предыдущих видео. А именно, во-первых, это будет видео лекционного характера. Во-вторых, я постараюсь за короткое время выложить как можно важную или актуальную информацию, так сказать, разложить все по полочкам. Значит, к характерной неисправности в системе смазки следует отнести: первое — подтекание масла; второе — повышенное давление в системе; третье — пониженное давление в системе или его полное отсутствие; четвертое — повышенный расход масла; пятое — нарушение вентиляции поддона картера. Подтекание масла определяется по масляным пятнам на стоянке автомобиля или по масляным пятнам на двигателе. Подтекание масла может быть по двум основным причинам: ослабление соединения, нарушение прокладок или сальников. Повышенное давление масла в системе может наблюдаться из-за: первое — применение масла не соответствующей марки; второе — загрязнение масляных каналов; третье — загрязнение редукционного клапана в закрытом положении. Нормальное рабочее давление при прогретом двигателе, а это 80 градусов Цельсия, составляет 0,35-0,45 мегапаскаль. Понижение давления масла может наблюдаться из-за его разжижения, большого износа коренных и шатунных шеек коленчатого вала или шестерен насоса, неполное прилегание редукционного клапана или его зависание в открытом положении, полное отсутствие давления масла свидетельствует о неисправности масляного насоса или его привода. В этом случае следует в первую очередь заглушить двигатель и постараться найти причину. Повышенный расход масла, угар, считается в том случае, если на 100 км пробега расход составляет более 40-50 грамм масла. Угар масла является следствием потери работоспособности маслоотражательных колпачков или повышенный износ цилиндра поршневой группы ЦПГ, что, собственно, я когда-то рассказывал в одном из своих предыдущих видео, ссылка в описании. Далее, принято считать, что двигателю требуется капитальный ремонт при расходе масла более 200 грамм на 100 км при нормальных маслоотражательных колпачках. Это я даже, выделяю. Нарушение работы вентиляции картера наблюдается из-за загрязнения ее элементов маслоотражателя. И не менее важное — это ремонт масляного насоса. Ремонт насоса заключается в следующем: снятие его с двигателя, разборка, проверка состояния его деталей и сборка, проверка работоспособности и установка на двигатель. Данный вид работ обычно проводят на двигателе со снятого автомобиля. Далее, после сборки масляного насоса его испытывают на специальном стенде. Произвольно создают давление на открытие редукционного клапана. По факту мало кто делает, но так, для общего сведения. И производительность должно быть не менее 34 литров в минуту. Давление открытия редукционного клапана составляет 0,55-0,75 мегапаскаль. По сути, это все, что я хотел вам сегодня рассказать. Я считаю, что моя информация была интересной и актуальной. Я надеюсь, что я кому-то смог в этом помочь. По крайней мере, кому-то на учебе, кто учится на автомехаников и тому подобное. Если кого-то я смог заинтересовать, то лучшим для меня будет, если вы подпишетесь на мой канал, также поставите колокольчик, поставите лайк и прокомментируйте. Если были какие-то ошибки с моей стороны, вместо этого глупого дизлайка, то, что вы ставите вот этот дизлайк, это ни о чем. Он делает минус не мне, а он делает минус вам. В том плане, что я не понимаю, где моя ошибка,
Вот, и вы сами себя вводите в заблуждение. Поэтому лучше прокомментируйте, где была моя ошибка. По сути, это все, что я хотел вам сегодня рассказать. На этом все. Всем спасибо. Помните, дальше будет только интереснее. Всем удачи!